покупаете машины в США, проверяйте только Carfax, какие-то там еще сайты. А на самом деле проверять надо начинать с отзывных компаний. Потому что бывают машины, вроде машина классная, все люди берут, а потом начинается, например, у электричек отзыв по батареям, отзыв по контроллерам, отзыв по инверторам, либо там отзыв по двигателям у других машин. Насмотрелся я уже такого, поэтому сегодня вам показываю сайт NHTSA, это, господи, агентство безопасности транспортной, Министерство транспорта США, вот так вот, агентство по безопасности Министерства транспорта США. И сюда по закону США обязаны регистрировать любые технические проблемы, скрытые автомобильной компании. Также после ремонта обязательно здесь отмечается, что убирается отзывная компания. То есть, если здесь 0 стоит, то значит по машине либо нет отзывных компаний, либо она уже исправлена. Там уже надо смотреть Carfax, хотя в Carfax не часто отмечают отзывные компании и их исправления. То есть в Carfax может висеть отзывная компания, а исправления нет. То есть вот такое тоже бывает, поэтому welcome to этот сайт. Смотрите, очень все просто. NHTSA, и ссылку я вам закинул в описании под видео. Вам достаточно сюда просто ввести ВИН-код. Я, допустим, пасемся мы на Автория, и вот у меня для вас есть пример. Да, есть Hyundai Ioniq 5 24 года, продается 23 900. Повреждения вы можете оценить сами. Повреждения Автория, например, у нас проверяют очень хорошо. Скопировали ВИН-код, вставили, нажали поиск и ждем. То есть у нас пошел процесс поиска, и видим, что у нас 0 неустраненных отзывов, все по скрытым дефектам заводским у этой машины вроде бы все хорошо. Но есть, допустим, такой же год, Hyundai Ioniq 5, 2024 год. Ты берешь, допустим, ВИН-код, извините меня, я не скрываю данные, потому что это все в открытом доступе, то есть нет никаких тут секретных данных, заходите, проверяйте. Вбиваем этот ВИН-код, нажимаем поиск, и происходит, опа, вот такое вот счастье. Объясняю, давайте переведем сразу. Объясняю, здесь есть неустраненный отзыв, и конкретно этот отзыв про риски безопасности. Смотрите, указанные транспортные средства оснащены встроенным блоком управления зарядкой, который заряжает 12-вольтовую вспомогательную батарею автомобиля, питает низковольтное дополнительное оборудование автомобиля. Блок может, подвергаться определенным условиям, чем чревато. Блок ICU может подвергаться определенным условиям электрической нагрузки, которые приводят к выходу из строя внутреннего металлооксидного полупроводникового полевого транзистора. Что может привести к перегоранию предохранителя. Перегорание предохранителя приводит к невозможности зарядки 12-вольтовой батареи. Что происходит в электричке, если не заряжается 12-вольтовая батарея? Она становится, даже если заряжена основная, она становится просто-напросто куском металла. Все. При обнаружении неисправности и сопровождающимся рядом предупреждений для водителя автомобиль перейдет в предусмотренный конструкцией безопасный режим, который обеспечивает немедленную полную тягу, постепенно снижая мощность по мере разрядки аккумулятора. Системы автомобиля, такие как подушки безопасности, тормозная система, усилитель рулевого питания, остаются неизменными. Если автомобиль будет эксплуатироваться до полного разряда, он потеряет всю мощность, что потенциально увеличивает риск аварии. Охренеть! То есть он станет, если вы не будете заряжать 12-вольтовую батарею, он просто-напросто умрет. И при этом этот Hyundai продается дороже. Нифига себе, 24 500 против 23 900. Ты уже начинаешь думать, сравнивать удар и Carfax, что там было. Но вот этот вот я бы выбирал бы лучше, потому что, извините меня, заменить этот контроллер, это тоже стоит денег, при этом немалых. А история с Nissan рожками. Знаете историю с Nissan рожками, да? Там, отзыв двигателей с 2022 по 2024 по конец года на текущий момент включительно. Но при этом не все автомобили внутри года. Как же понять? Берем Nissan рожки и начинаем искать. Вот, например, Nissan рожок 21400 23 год. И смотрим, тарам, а у него есть отзывная компания, при этом отзывная компания неприятная по двигателю. И видим, что компания Nissan выявила потенциально производственные дефекты, затрагивающие подшипники двигателя в некоторых трехцилиндровых 1,5-литровых двигателях VC Turbo. И риск для безопасности они описывают, что фактически износ подшипников обычно происходит постепенно. О чем идет речь? Начинают подшипники гнать стружку в двигатель, в масло. И все это может привести к клину двигателя прямо на ходу. Насчет вот этого отзыва, там прям целое сейчас судебное разбирательство, уголовные дела в Америке, но не все машины подпадают. При том, что за него хотят 21 400. Вообще, я вам скажу, по Теслам я уже проверял, ничего интересного, но можете попробовать проверить. То есть при покупке, давайте Nissan рожки еще попробуем
проверяем с 22 года, там желательно 2.5 двигатели лишены такого счастья. Ну вот смотрите, 26400, смотришь там, нифига себе. Nissan Rojok 26400 за 23 год. То есть 12 тысяч километров. Что-то там должно же быть, наверное, отзыва нет никакого. Давайте попробуем поискать по нему. И суть-то в чем? Представляете себе, вы купили, я вообще не считаю полуторалитровый двигатель, хотя я съездил в Германию на таком, вернулся, все отлично. А здесь 12 тысяч пробег, вот, пожалуйста, отзыв. И отзыв почти такой же, только чуть-чуть не такой. Хотя, смотрите, рекол номер R25E2, это то же самое. То же самое по тем же самым подшипникам. Модельного ряда повышенная температура моторного масла, а здесь чуть другая, может привести к ухудшению смазки и заклиниванию подшипников, что потенциально может вызвать повреждение двигателя. Вот так вот. Если двигатель, а из-за чего температура моторного масла выше, тут уже надо разбираться. Это не мелкие какие-то отзывы. То есть, если бы я смотрел, допустим, там какую-нибудь машину с мелким отзывом, там, я когда Polestar смотрел, давайте я вам сейчас покажу пример, где-то мы проверяли, да, Polestar. Давайте, Polestar, второй, давайте. А, кстати, вы подписались на канал, нажали колокольчик, потому что ссылку я вам закинул в описании под видео. Вот идешь, смотришь Polestar, у этого Polestar конкретно тоже есть отзыв, но я вообще на этот отзыв бы не обратил внимания. У меня сейчас Polestar есть, Lincoln есть. И вот по Polestar у меня, я когда брал, я проверял, у меня 0 отзывов. Сейчас. Я брал 21 год, специально я проверял. Смотрите, здесь отзыв. А какой здесь отзыв? Ну, елки-палки, задняя камера. По дисплею задней камеры, которая потом решается прошивкой. Страшный отзыв? Ну, на самом деле нет. На самом деле нет. Ни батарея, ни инвертор, ни контроллер. У Polestar вообще по отзывам очень все как бы чинно-благородно. Там если какая-то мелочь есть, то там в основном по камере или еще какому-то по датчику какому-то внешнему. Не более, не менее. А вот, кстати, мой Polestar, мне интересно сейчас проверить. Сейчас найду ВИН-код. У меня есть ВИН-код моего полика. Сейчас, где-то он был. Ага, вот он. Сейчас проверим. 21 год. У меня, ну, знаете, что я в него вцепился? Хозяин не знал, когда продавал, а на него куплен был перформанс-пакет за 1500 баксов. Да. Вот, видите, 0 реколов. А, кстати, вот я даже могу вам показать, повреждения вообще мизерные. То есть я его забирал у человека, который первый пригнал из Америки. Крыло по ходовке сразу говорю, я поменял, сейчас шаровую меняю, один амортизатор в сборе поменял и поменял, господи, как его, стойку стабилизатора. Все. По ходовке все. Здесь было повреждение колесо, именно, ну, здесь губа и крыло. Подвели там чуть рихтовки. И штору заменили. То есть даже не морочили себе голову. С пробегом, ну реально пробег для него минимальный. Те, кто знает Polestar, те знают конкретно, что сделать. При этом, что ни один блок не переподшивался, то есть здесь все равно. И это самая максимальная комплектаха, которая есть, имеется в виду без напы, а именно технически. С пилот плюс пакетом, именно с автопилотом, с панорамой, Harman Kardon музыка, полный вот эти вот, господи, сидушки. То есть я вот так вот заморачивался. Я потом уже в последнюю очередь лез в Carfax для того, чтобы смотреть обслуживание, у электричек, что там обслуживать, эти доливать, омывайку. И таким вот образом можно все проверять, понимаете? То есть ты смотришь машину, а под ней может быть там такой скрытый трэш. И люди идут и покупают реально. Вот, кстати, Range Rover 20 год. Он американский, интересно? Это, скорее всего, потому что, ну, это, скорее всего, европейский. Обычно на рейнджах такого нет. Сейчас посмотрим. Потому что европейские машины там не бьются. Это конкретно американская тема. Если оно не бьется, оно выдаст ошибку и как бы такое дело. А, нет, это американец конкретный, по нему никаких проблем нет. Можно, в принципе, смотреть, ну, рейндж есть рейндж. Пока у него пробеги отличные, а тут, кстати, 120 тысяч для рейнджа, для такого, в принципе, очень даже неплохо, еще 4.4 дизель. А ну-ка, американская Audi S6. Американка. Ну, по прямакам легче. Вот с прямаками легче. Там реально, если что-то есть, то оно есть. Если его нет, массовости я не видел по премиумам. Там в основном вот это вот дешевые варианты, типа Nissan Рожков. А это европейка. То есть тут вообще можно рассматривать. А вот, кстати, знаете, что смотрел Бэху. Есть отзыв, непонятно, исправлен, не исправлен. То есть если бы исправлен был там, то было бы все нормально. Вся информация взята в открытых источниках. Переходите, смотрите в автория, оно все есть, ВИН-коды все есть. Вот два отзыва по стартерам.
в принципе, на безопасность не сильно влияет, я бы заморачивался с такой бэхой. Я вам серьезно говорю, поменять стартер, либо обслужить его, там, что они там, почитать, что они там делают. В принципе, я бы брал бы, торговался бы с человеком, там, штуку $2 и забирал бы такую бэху. Один отзыв по стартеру, фигня. Ну, реально можно брать, бэха лютая. Вообще, при том, что по повреждениям у нее что тут фигня, да. То есть салончик, ну, где-то он влетел в этот. Надо смотреть, короче. Надо смотреть, хотя я вам скажу... Блин, ну телевизор, да, там, может, радиаторы. Капот, бампер. Что еще? Ну, здесь. Блин, фара. Ну, короче, такое, среднячковое. Надо смотреть, мерить. А, здесь еще по ходовке была проблемка. Хотя я вам скажу тоже, надо смотреть средний рынок. Ребят, сайт железно классный, проверяйте, очень классно проверять именно при покупке авто из США. Не только там на убитость, или как там загрузили Carfax, там пошли проверять там еще по каким-то реестрам. Короче, ребят, отмотанный пробег не самая большая проблема, как оказывается. Ссылка в описании под видео. Подписались, нажали колокольчик. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.